Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Вы находитесь на канале Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня я вам покажу также один из способов, как делать непосредственно проход в горловине. И на примере мы сегодня с вами разберем, это щелевидный проход. Вот у вас непосредственно, скажем, вот у меня уже висит горловина, да, длинная горловина. Видео вы на канале видели, очень много видео представлено рыболовных мереж, да, и горловины, как бы они уже представлены. Длинная дальняя горловина. Какое-то количество ячей, да, их не надо для щелевидной горловины непосредственно, скажем, разделять на 4. На 4 их делить нет необходимости. Так как я непосредственно делаю шов, закладываю вот этот шов, его можно закладывать сбоку, снизу, сверху. Кому-то удобно там сверху прорезь, если делать, или еще что-то. Мне удобнее снизу, чтобы он был. Относительно его шов закладывается у меня снизу, и мне понятно уже, когда работаешь, как что идет. Значит, здесь непосредственно, да, количество ячей, и, как я уже говорил, допустим, это уже будет низ. Вот низ, это шов у меня, да. И количество ячей мне там, мы посмотрим сейчас, да, будем делать щель, и я посмотрю, сколько мне необходимо непосредственно ячей, да, так как здесь я делаю закольную морду и буду ловить крупную рыбу, да, то мне принципиально вот 2, 4 беру, 5, 6, 7, 8, да, 8 ячей я взял, да, и смотрю, ну вот 8 ячей. В принципе, вполне мне хватит. Можно накинуть 9-10. То есть 10 ячей сюда можно накинуть. Разводить я буду где-то сантиметров 4. Где-то сантиметра 4. Разводить 4 на 60. Я ее буду делать. То есть я вот накинул пока 8 ячей. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ячей. Ну, смотрю, в принципе, 8. Ну, давайте накинем сюда 10 ячей. 9 накину, да, 10 с этого края накину. 10 ячей. Значит, так как горловина непосредственно идет щелевидная, то необходима размерность, скажем, веревок, вот этих ниток. Нить идет, я вот тут применяю шнур, да? Скажем, 2 веревочки будут покороче, 2 подлиннее. Я просто взял здесь с запасом, чтобы был запас, да, чтобы оставалось для работы этот запас. Ну, потом уже когда на кольцо крепить, можно отрезать, а можно будет просто оставить. Значит, здесь я беру, ну, это можно делать и на глаз, скажем так, сколько вам необходимо, да. Ну, я возьму, как бы, тут 30 там на обтяжку, ну, возьму 35. 35, ну, 30 хватит тут на обтяжку. 30. Отступил я 30, беру последнюю ячею, вот которая есть последняя ячея, да. И эту последнюю ячею я просто здесь делаю узел на последней ячее. Скажем, узел и задать размерность. И также задать размерность. Здесь теперь мне надо тоже последнюю ячею взять. Последнюю ячею. И необходимо мне сделать 5 сантиметров. То есть от узла 5. Сейчас посмотрим. 5. Так как крупную рыбу я планирую, да, 5 мне вполне хватит. Даже на 4 я не буду делать, 5. 5. И также здесь, это вот у меня нить, шнур, скажем так, нить, шнур
идет короче. Он у меня взят там, грубо говоря, 2 метра. Я просто делаю с запасом. А вторые 2 шнура у меня взяты по 2,5 метра. Вот я сделал непосредственно. И уже узел я буду вводить непосредственно по, скажем, линейке. Чтобы у меня было 5. И вот 5 сантиметров. Теперь я его затягиваю. Проверяемся еще раз. 5 сантиметров. Все отлично. 5 сантиметров, все это отлично. Теперь, то есть какое-то количество ячей у нас здесь мы можем продевать с той стороны такую же, или уже сразу одевать, грубо говоря, боковую. У меня здесь на горловине 90 ячей. 90 ячей, значит 10 и 10 это 70, на бок по 35 ячей останется. Я беру боковую, которая у меня более длиннее шнур, боковую. И также начинаю продевать 35 ячей. Две, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и вот 35-ю. 35-ю ячею я также здесь взял я по 30. Значит, здесь взял я по 30, да, и мне необходимо то же самое, здесь хвостик оставить 30. Я делаю хвост 30 и также завязываю здесь на ячее узел. Завязал узел. Теперь боковая веревка у меня должна быть 60. То есть я делаю 60, замеряю опять же по линейке эти 60. Берем крайнюю ячею. Пятьдесят и еще 10. 60. 60. Здесь я проверять, скажем, не буду. Когда я буду делать вторую такую боковую, я по ней и замеряю сразу узлы. То есть второй раз, там, если там 5 миллиметров, там даже сантиметр, страшного ничего нет. Затянул узел. Вот у меня пошла уже боковина. Теперь вот эти два узелка, я делаю узел на двух узлах этих. Просто один подвожу узелок к узелку, да, подвел. И делаю второй узелок. Вот я сделал узел. И теперь я просто вот здесь оплетаю вокруг шнура. Раза 3. Раз. 2. И вот 3-й раз.
3. 3 раза я оплел, да, получилось вот так вот затяжка. Тут у меня просто рез, ничего не запаивается. Этот момент так мы и оставляем. Все, вот один угол мы уже сделали. Теперь точно так же мы уже берем с другой стороны. Узел у нас отмечен, есть. То есть мы надеваем 10 ячей. Опять, который короткий шнур. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также все те же самые действия мы замеряем 30 сантиметров. Замеряем здесь 30 сантиметров. И все то же самое, повторяем все те же самые действия. 30 сантиметров. Узел. Затянул. Лучше горловины делать из шнура, потому что нить она более скользкая и будет непосредственно скользить, подразвязывать эти узлы. На шнуре такого не будет. Шнур будет держать лучше. Ну, это я уже говорил не раз, просто повторюсь еще. Кто вновь пришел на канал, чтобы было понимание, вы можете просмотреть много очень видеороликов, уроки для начинающих, по мережам, по всему. И вам станет более понятно. Просто есть люди, которые задают вопрос, не посмотрят видео на канале и задают вопросы. Если посмотреть видео, то будет все понятно, все встанет на свои места и все будет всем понятно. Ну, там есть 3 задавали вопросы. В следующий раз вернусь, проведу еще раз, как говорится, уроки. И тут точно так же мы делаем. Делаем узелок, чтобы совместить эти 2 узла, обхват, скажем так. И делаем уже непосредственно узел. Затянули. И точно так же здесь уже 3 раза оплетаем вокруг шнура, который будем подвязывать уже. Оплели, сделали. Да, шнур это у меня 3. Ну, на мелких мережах там пойдет шнур непосредственно уже там 2. Вполне его хватит. Это вот короткий шнур. И точно так же мы делаем боковую. Берем длинный шнур уже. Да? У меня один с одной стороны, другие с другой, чтобы не перепутать. И начинаем также продевать все петли. Как видите, обвяз уже сделан на горловинах, да? Сделан обвяз. Как ранее, если кто смотрел, внимательно смотрит видео на канале, если у вас обвяза нет, вы поленились его сделать, то надо вдеть в предыдущий ряд петли набрать. Иначе, когда вы будете использовать, все равно со временем дель, из которой вы делаете, узелочки начнут развязываться, и то есть придется ремонтировать изделие. Также мы делаем 30. Также делаю узел. Ну и тут, так как у нас есть уже узел, да, я сразу с этой стороны и сделаю, чтобы на ту сторону не прыгать. Скажем, я тут сразу затяну.
затянул. И точно так же 3 раза вокруг шнура. То есть 3 угла мы уже сделали с вами. 3 угла сделали. Теперь остается вот последний угол. Я беру последнюю петлю, крайнюю петлю здесь, да. И чтобы задать размерность, я уже ее задам непосредственно, чтобы не мерить линейкой, уже по существующей. То есть и проверимся мы по существующей. Вот идет, да. Сейчас мы наметим, где будет у нас узел. Если все правильно, то мы его затянем. Вот наметили мы узел, прикладываем узел. Здесь прикладываем, смотрим. Чуть-чуть мало. Вот видите, чтобы не затянуть его, есть возможность это еще исправить. Когда он не затянут. Когда уже затянем, уже тяжелее будет его распутывать. Вот отмерили. Все четко идет, да? Натянуто. Все отлично. Теперь мы его просто уже затягиваем. Затянули. И точно так же 4-й узел. Два. И 3-я затяжка. Все, мы сделали с вами щелевидную горловину, щелевидный заход, щелевидный проход. То есть непосредственно я делаю этот момент как? Все, узлы здесь, все ровно, все четко. И теперь уже продолжаю дальше сшивать чулок, основной чулок. То есть я сшиваю чулок до горловины, делаю горловину, забрасываю в чулок, дальше продолжаю сшивать чулок, 2-я там, к примеру, горловина, там дальше 3-я, к примеру, если она есть. И собираю уже непосредственно сам чулок, сшиваю швом. Можно его сшивать и через ячею, я вам тоже показывал, чтобы кому-то не нравится, цельная была, да, прошивать ячеей. Но шов более лучше, в моем понимании, это на качество и на уловистость закола или мережи никак не повлияет. Все, спасибо за внимание, всем хорошего дня, следите за новостями, учитесь, как делать эти изделия.